Часть вторая. Гибель тумана. Приближалась весна, хотя по календарю она давно уже наступила, но на вырубках еще лежала метровая толща снега, тогда как по деревенским улочкам уже бежали бурливые коричневые ручейки, а с крыш посыпались частые звонкие капели. В лесу на косогорах снег начал медленно сходить в лага. На одной из таких кручин весенние воды выгнали из берлоги медведя. Отощавший за зиму, он шатался по лесу в надежде чем-нибудь поживиться. Но кроме рыскающего волчьего следа, ему ничего не попадалось. Наконец он набрел на свежие следы лосихи с лосенком. Дневная лёжка еще хранила их парной запах. В томительное время, в межсезонье, Федор иногда выезжал на снегоходе проверять расставленные на волка капканы и развозил по солонцам веники и соль. Туман в это время сидел на снегоходе в качестве пассажира, или, что чаще бывало, бежал по проторенному следу сзади. Уже по дороге к дому Федя решил проверить ближний к зимовью солонец, завернул на него и тут же наехал на свежий след медведя. Чуть поодаль тянулись следы лосей. «Так вот ты кого скрадываешь, косолапый», — подумал он и прибавил газу, на всякий случай перекинув ружье из-за спины на грудь. Едва подъехав к солонцу, он увидел, как в чаще леса замелькало что-то черное — медведь. Стрелять не стал, а принялся свистеть устремившегося за ним тумана. Как он и предположил, медведь охотился на лосей. Подкараулив небольшое стадо у солонца, он напал на него, выбрав себе в жертву маленького лосенка. Его растерзанная и подъеденная туша лежала недалеко. «А медведь-то молодой», — подумал Федор. Он по опыту знал, что старый опытный зверь в этот период бескормицы ни за что бы не бросил свою добычу, а подпустив охотника ближе, бросился бы ее защищать. Дождавшись собаку, он повернул к дому. Смеркалось. Не желая делать круг до Лежневки, он поехал напрямую через речку, надеясь проскочить ее в узком месте. Но жердины, брошенные на лед, разошлись, и снегоход провалился в полынью. Темнота плотной пеленой окутала тайгу, когда ему удалось вытащить снегоход на берег. Купание в ледяной воде не прошло для Федора даром. На следующий день он почувствовал сильный жар и головокружение. При вдохе внутри у него все сипело и хрипело, как в продырявленных мехах гармошки. Заправив снегоход, он решил ехать к дому, чувствуя, что к вечеру ему станет намного хуже. И тогда не помогут настой из трав и медово-спиртовые компрессы. Тумана на заимке не было. Лишь зябкий весенний ветер доносил его голос с солонца, где медведь караулил лосенка. С медведем лаяться убежал, удовлетворенно ухмыльнулся Федя. Дня 3 отлежусь, уколы какие надо сделать, а там вернусь. Не впервой, и он завел снегоход. Он даже не предполагал, что упекут его бессердечные доктора в больницу с жесточайшим воспалением легких. «Что опять?» – почти закричал врач, лечивший Федора, когда он периодически попадал под медведя. Федя с трудом улыбнулся. «Да нет, доктор, мне бы уколов немного, и все пройдет. У меня собака в лесу осталась». Врач удивленно посмотрел на него поверх очков и строго произнес: «Вот что, медвежатник, при твоем состоянии быстрее можно только на тот свет. Будешь лежать ровно столько, сколько положено». Сколько времени он так пролежал, Федя не помнит. Он потерял счет дням, пока кризис миновал и дело пошло на поправку. Сосед по палате однажды полюбопытствовал, почему он все время про какой-то туман кричал. От произнесенного имени собаки Федор вздрогнул. «Это собака у меня, так ее зовут, понимаешь?» И он надолго ушел в себя. А в это время туман, точно на работу, ежедневно бегал к растерзанной туше лосенка. Медведь, охраняющий свою добычу, почувствовав в собаке соперника, еженочно перетаскивал тушу подальше в лес. Но собака с завидным постоянством неизменно находил ее и был готов к устраиваемым медведем засадам. Он легко уходил от его грозных и коварных бросков и, в свою очередь, не давал ему приблизиться к туше. Временами уставший зверь и собака часами лежали по обе стороны и с ненавистью смотрели друг на друга. Туман лишь изредка поглядывал на проложенную им тропу
ведущую к зимовью, в ожидании, не появится ли исчезнувший хозяин. И тогда уже вдвоем они дадут жару этому косолапому воришке. За время такого многодневного общения зверь и собака, сами того не замечая, постепенно привыкли друг к другу. Лай тумана стал не таким злобным и продолжительным, а броски медведя были не такими резкими и грозными, а стали, как для отчета, вялыми и короткими. Туман не раз приступал к грани дозволенного, он нарушал дистанцию и в последующем поплатился за это. Ему и на этот раз удалось бы уйти от стремительного броска, не окажись рядом плотных кустов ивника, в сторону которых он неосмотрительно кинулся. Ему не хватило доли секунды, чтобы уйти от разящего удара медвежьей лапы. Туман умер мгновенно. Он так и остался лежать вдавленным в снег. Медведь больше его не тронул. Светило по-весеннему яркое солнце, а где-то далеко в поселке сбежавший из больницы хозяин спешил на заимку к своему другу. Тело Тумана Федор нашел по еле заметным вытаившим следам. Неизвестно откуда примчавшийся порыв ветра слегка качнул ветви кустов, пригладил шкуру собаки. Оказавшаяся из снега мышка, испуганно пискнув при виде стоявшего перед ней человека, и снова зарылась в снег. «Туман!» эхом пронеслось по распадку и застряло на вершине увала. Федор похоронил друга под сосной у зимовья. На этом закончилась эта история. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.